Что хочется сказать? Уже одно название дает понять, что легко здесь никому не будет. А посмотрев на Фима в первой серии, понимаешь, что, ну, скорее всего, ред флагом будет именно он. В принципе, так оно и оказалось. Поражает отец-тиран, который, простите, стравливает своих детей, своих сыновей, в первую очередь, друг с другом, и относится к ним как к собакам, может, даже к собакам лучше относится. Не может позаботиться о себе, ну, пусть сдохнет, это он такая фигня, да. А потом тот придумал выход с акционерами, и он проявил к нему милость. А в немилость впал Чет. И он его так хорошенько таки сбил, а его охранника грел клюшкой, то это, конечно, что-то с чем-то. А дочку он вообще всерьез не воспринимает. И это очень зря, потому что обычно такие вот тихушницы и являются самыми отчаянными такими злодейками. Недаром говорят, в тихом омуте черти водятся. Да и тут, в принципе, с таким ненормальным папой, нормальными, наверное, и дети не могли вырасти. Яблочко от яблони недалеко падает, да, ведь можно сказать тоже, что от осинки не родятся апельсинки. Первый братец Чет хочет себе больницу, потому что, мол, он законный сын, а те дети-любовниц, поэтому он имеет больше на нее прав. Фим хочет больницу, потому что хочет отомстить Чету за смерть матери, а третья сестрица хочет доказать отцу, что и она готова быть неплохим руководителем, плюс насолить братцам. При этом все втроем они не гнушаются никаких методов. Ну, правда, еще Фим до убийства не опустился, но я думаю, если бы он не встретил на своем пути Тхана, который заставил пересмотреть на свою жизнь, и плюс любовь еще возникла, то он бы был бы, наверное, как эти двое. Очень нравится здесь взаимодействие Дао и Фрода. Очень. Они вот настолько естественно смотрятся, от них такой нереальный вайб исходит, вот, я просто балдею. Ходят слухи там, конечно, что, может быть, они встречаются. Я в это, конечно же, сильно сомневаюсь, скорее хорошее бро, но если такое на самом деле, или это в будущем случится, я буду просто рада, честно. А вы как думаете, что там на самом деле у них? Как приятно видеть, как родители Тхана поддерживают парней. Тоже такие вот приколисты. Мы только не разобрались с вашими ролями. Кто у вас главный? Фил? Ну да, надейтесь. Концовка – это стойкое ощущение дежавю. Это спешл Джек и Джокер. Благо, что здесь все закончилось благополучно. И фильм все-таки вернулся. Смотрела в озвучке какого-то мужика. Мужик, ты озвучил круто. Фраза последняя, вот в последних сценах, где Хан произносит: будь со мной, и я тебя обеспечу, она просто меня убила, вот честно. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я смеялась, умирала, мне очень понравилось, намного понравилось, чем какая-то другая озвучка. А вот надо будет, если увижу другой аккорд с ним, то посмотрю обязательно. Если честно, то в фильме бесила сестрица вот эта вот, даже не Чет, а именно вот эта вот третья сестра, которая любила загребать шар чужими руками и из-под тяжка за всеми так вот наблюдать и строила свои так вот козни, и такие вот серый кардинал. Хотелось бы, конечно, счастливого финала и для Чета, и его помощника Парка, чтобы они не погибли в конце, да, а вот получили свой хороший финал. Ощущение, что у этого вот бедного Парка по отношению к своему господину либо был долг жизни, либо же сильное чувство, потому что тот до последнего был ему предан, не оставил его, не ушел, даже после смерти пошел мстить за него, и даже тот вот засранец Чет, как его защищал перед отцом, и, может быть, у него были чувства какие-то, но он их скрывал, а может, один любил, второй позволял. Ну, мы теперь можем об этом только предполагать. Но хотелось бы вот такого вот хорошего финала. Но это мои мысли. Лакурн мне понравился. Он был классный. Но что для меня было но? Мне было мало взаимодействия между главными героями, между Фимом и Тханом. Хотелось бы их побольше, чтобы показывали. Плюс сам сюжет для меня стал разворачиваться где-то на серии 4-5. До этого все какие-то терки между усобицами, между этими братьями были, как-то переливались в пустого порожня. То есть можно было как-то либо сократить в таком случае, хотя куда уже сокращать, 8 серий и так было, или 10, я не помню уже точно. Но тем не менее, можно было развернуться или что-нибудь насочинять. Ну, это вот так для меня. Но было классно.